А Индра, он сел на своего слона Айравата и последовал за этими облаками, Самвартак. And some of the clouds, they came above the Braj area. Heavy lightning, heavy wind, it was almost like a hurricane. And very heavy rainfall. И вот когда эти облака прибыли во Брадж, они встали над Браджем и стали сверкать страшные молнии, и гром, и жуткий дождь, и все это обрушилось на Брадж. The rainfall was so heavy that each drop was as heavy as a pillar. И это был такой страшный и жуткий дождь, что каждая капля была весом, как целая колонна, тяжестью колонны, падала на землю. You can imagine a drop of water or a pillar falling on your head. Представьте себе, на вашу голову падает одна капля, которая весит целая колонна, и дождь такой идет. But the Lord also says that He protects His devotees. Но Господь также говорит, что Он защищает своих преданных. And the Brijvasis knew nothing but Krishna. А Бриджаваси ничего не знали, кроме Кришны. And the Brijvasis were just amazed by the wonderful pastimes that were constantly being exhibited by the Lord child. И Бриджаваси постоянно поражались просто тем замечательным лилам, которые Кришна являл перед ними. When his parents got his horoscope made, Gargamuni had explained, this child is very special. He appears in every millennium in a different color. И когда его родители, когда он только родился, составили гороскоп, Гаргамуни сказал, что ваш ребенок будет совершенно необыкновенный. Он в разные эпохи был известен под разными, приходил с разными цветами. So when the Brijvasis saw this heavy rainfall, cloud, thundering, lightning, they all got scared. Когда Бриджаваси увидели этот страшный ураган, дождь, молнии, гром, они очень сильно испугались. But the Lord said, do not worry, I'm here. Господь сказал, не бойтесь, я же с вами. And what did He do? И что Он сделал? He lifted the Говардhana hill. Он поднял холм Говардхана. With one hand only. Только одной рукой. And actually He made it rest on the nail of the smallest finger of His left hand. И на самом деле Он даже поднял его не просто рукой, а на мизинчике, на ноготке мизинца. There was heavy rainfall coming from the top. Сильный дождь обрушивался на вершину холма. So the Lord wanted to assure the Brijvasis, don't worry, have confidence, the hill will not fall off my hand. А Кришна хотел убедить, он сказал Бриджаваси, не сомневайтесь, будьте уверены, что этот холм не упадет на вашу голову. Because the Brijvasis were thinking maybe the hill will fall off. Потому что Бриджаваси, конечно, думали, может быть, он накренится и упадет в конце концов на нас. The Lord assured them, don't worry, this hill is not going to fall off. Но Кришна их заверил, не беспокойтесь, этот холм не упадет. The Bhagavatam says, just like an elephant picks up a mushroom with no difficulty, the Lord lifted the Govardhan hill with absolutely no difficulty. И вот Бхагаватам объясняет, что точно так же, как слон с легкостью поднимает гриб, отрывая от земли, точно так же Кришна поднял холм Говардхана с такой же легкостью. And all these Brijvasis, when they came under the umbrella of Govardhan hill, they were all engaged in just deeply meditating at the face of the Lord. И вот все Бриджаваси, которые собрались под зонтиком Говардхана, все они занимались, они были заняты только одним. Они очень глубоко медитировали и созерцали облик Господа. They were all engaged in just staring at the Lord's face. Они полностью погрузились в созерцание Его лица. And the Lord, He just held the Govardhan hill, which did not shake at all. А Господь просто стоял и держал на одном пальце, на мизинце своем целый холм, и ни капельки даже не шевелился, не дрогнул. Some of you have experience of carrying an umbrella. Некоторые из вас, все знают, все держали зонтик, да, носили зонтик. And when it's raining heavily, even the umbrella and the wind is strong, even the umbrellas break. И вы знаете, что когда вы держите зонтик, и идет сильный дождь и сильный ветер, даже зонтик шатается. But the Lord held a Govardhan hill, which didn't move at all.
Но Кришна, Господь, Он держал холм, и сам ни капельки не шевелился, и холм тоже не шатался. And how many days did the Lord hold the Govardhan hill? И сколько дней Он так держал холм Говардхана? And it was 7 days. Он держал его 7 дней. Then Indra saw that his plans have failed. Когда Индра увидел, что его план провалился, and then he ordered the Sambhadaka clouds to stop. He stopped the rain. тогда он приказал облакам Сарвадака: прекратите, остановитесь, и дождь прекратился. And after the rain stopped, the Brijvasis, they all came out of the umbrella of the mountain. И когда дождь прекратился, все Бриджаваси вышли из-под зонтика холма Говардхана. For the period that the Brijvasis were under the umbrella of Govardhan hill, they did not feel any hunger or any thirst. Вот все то время, пока они находились под холмом Говардхана, все Бриджаваси не чувствовали ни малейшего голода, никакой жажды. They were totally satisfied. Они чувствовали себя абсолютно удовлетворенными. They were totally content looking at the beautiful face of the Supreme. Они чувствовали себя абсолютно довольными, просто глядя на прекрасное лицо их Господа. Parikshit Maharaj was fasting. Парикша Махарадж постился. Fasting till death. Постился до самой смерти. He wasn't even taking a drop of water. Он не хотел принимать даже ни капли воды. But he was getting so much nectar, hearing the Bhagavatam from Shukadeva Goswami, that he requested Shukadeva Goswami to describe more and more. Но он получал столько нектара, слушая описание от Шукадева Госвами, что он просил его не останавливаться, продолжать рассказывать больше и больше. Similarly, the Brijvasis, they were so content and satisfied in meditating on the Lord's lotus face that they did not feel any hunger or thirst. Точно так же все Бриджаваси были настолько довольны и удовлетворены, просто глядя на прекрасное лицо Господа, что они не хотели ни есть, ни пить. So hunger and thirst is there in our life in the form of unlimited material desires. Это вот жажда и голод, они в нашей материальной фирме, в материальной жизни, они как бы присутствуют в бесконечном количестве разных желаний. We are hungry for material desires to be satisfied. То есть мы голодны, мы хотим вот эти постоянно осуществлять, воплощать эти материальные желания. And we endeavor in various ways to try and satisfy our material desires. И мы всячески стараемся удовлетворить свои эти материальные желания. But what's the conclusion of the scriptures? Но в чем заключение всех писаний? Doesn't matter how hard you try, you will never be satisfied by any material effort. Однако, сколько бы вы ни пытались, вы никогда не будете удовлетворены, пытаясь удовлетворить материальные желания. Therefore, the great sages advise us to engage the mind and the senses in positive activities. Поэтому великие мудрецы, они дают нам совет задействовать свой ум и чувства в позитивной деятельности. And if we engage them in positive activities, then there won't be any attraction for negative. И если мы не будем задействовать их в позитивной деятельности, тогда не будет на нас влиять негативное. That's why the scriptures again and again are reminding us to pursue the spiritual path in the association of devotees. Поэтому Писание снова и снова напоминает нам, чтобы мы следовали вот этому духовному пути и искали общение с преданными. Just like the Brijvasis were totally content because they were meditating at the lotus feet of the face of the Lord. If we also meditate on the holy names, the pastimes, the instructions of the Lord, we will also remain satisfied. И вот, как вот Бриджаваси были полностью удовлетворены, медитируя и глядя на лицо Господа, если мы будем медитировать на качество игры и наставления Господа, мы тоже всегда будем чувствовать себя удовлетворенными. And the beauty is that in this age of Kali, the Lord incarnates the holy name. И вот вся красота момента в том, что в этот век Кали-юги Господь пришел к нам в форме святого имени. And we all have experienced that those who chant the holy name sincerely, they are safe on the spiritual path.
И вот все имеют этот опыт и наблюдали, что те, которые искренне, серьезно повторяют Святое Имя, они в безопасности, они твердо идут по духовному пути. So Indra realized that his plan of flooding Vrindavan has failed. Индра понял. И так Индра понял, что вот этот его план смыть Вриндаван провалился. Actually, his intentions were very criminal. То есть на самом деле намерение его было абсолютно криминальное. He wanted to flood Vrindavan so that everybody would get drowned in it. Он хотел наводить Вриндаван, чтобы все плавало и все утонули. So Krishna protected the devotees of Vrindavan. А Кришна он защитил преданных Вриндавана. After this, Indra ordered the clouds to stop. And then he came with Surabi cow and begged apology from the Lord. Итак, он Индра остановил свои облака Самвартака, а потом пришел вместе с коровой Сурабхой, чтобы просить прощения у Господа. The inhabitants of Vrindavan, the Braj, were surprised after this pastime. Жители Вриндавана, Вриджабаси, были очень удивлены такой лилией. The Lord was performing so many superhuman activities that they could not understand whether he's a demigod, whether he's blessed by the Lord, or whether he's the Lord himself. И вот, глядя все эти замечательные игры, лилы, которые Господь являл, Вриджабаси просто терялись в догадках. Либо он какой-то полубог, либо у него особое благословение от Господа, либо он сам Господь. By the Yogamaya potency of the Lord, even his closest associates are not able to understand his real identity. Под действием йога майи даже близкие, самые близкие Господа не могли понять, кем он был на самом деле. Because if they understood his real identity, then the relationship would totally change. Потому что если бы вот близкие спутники Господа поняли, кем он является на самом деле, их отношения сразу же изменились. So then the Brajvasis began to meditate on the various miracles that the Lord had performed. И тогда Вриджабаси начали медитировать на все эти удивительные чудеса, которые Господь показал им. When he was just born, powerful demon Putana was killed. Когда он буквально был только новорожденный, он убил эту могущественную демоницу Путану. And when Putana was killed, the Brajvasis were shocked. How could this baby kill a child, a powerful demon like Putana who had killed so many babies? И вот, когда он убил ее, Вриджабаси просто были в шоке. Как этот маленький ребенок, это дитя, могло убить эту могущественную демоницу, которая уничтожила столько много детей? Which was the next demon the Lord killed? Какого следующего демона убил Господь? Trinavarta. Trinavarta appeared as a whirlwind. Тринаварта, он пришел в форме вихря. He carried the Lord up, like the airplane goes up. Он поднял Господа вверх, выше, 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 как самолет. But then the Lord expanded himself so heavily that he had no choice. А потом Господь начал увеличиваться и стал таким тяжелым, что демон не мог его больше нести. Then, when the Lord was young, he pushed a huge cart which was heavily loaded, and the cart came tumbling down. А потом, когда он был еще тоже маленьким, крошечкой, он толкнул огромную, громадную эту повозку, очень тяжело нагруженную, и она покатилась и развалилась. When the heavy loaded cart came down, Mata was surprised. How did this happen? Когда разлетелась эта нагруженная тачка, мама Ишода была удивлена, как это могло случиться, как ребенок мог ее разломать. And the other cowherd boy said, "Your son kicked it, and this cart came tumbling down." А пастушки, которые видели, как все произошло, сказали, да очень просто, твой сын просто слегка пнул ее, и она покатилась и развалилась. She said, "My son kicked it? My son is a small baby. How did he have the strength to kick a heavily loaded cart?" И мама Ешода сказала, да как так возможно? Мой сын это маленький ребенок, как он мог пнуть эту тяжело нагруженную повозку? So we saw it with our own eyes. Да мы же своими же глазами видели. She wouldn't believe it. Она не могла поверить. Then, once the cowherd boys, friends of the Lord, had complained that your son, the Krishna, has eaten dirt.
А потом однажды друзья Кришны посоветовались, пришли и сказали маме Яшоде, твой сын, он ест землю. So the mother kindly requested her son, have you eaten dirt? И мама так мягко спрашивает сына, ты правда, ты ел землю? No. Нет. My brother and his friends, they lost while playing. Мой брат и мои друзья, они против меня сговорились. So they have falsely filed this complaint, so you may chastise me. И они нарочно жалуются на меня, чтобы ты меня ругала. But if you don't believe it, I will open my mouth. Но если ты мне не веришь, мама, вот сейчас тебе рот открою, покажу. And when they opened the mouth, what was revealed? И он открыл свой рот, и что мама увидела? Whole universe. Всю вселенную. And the mother was just bewildered. И мама, она была просто сбита с толку. Our Brajmandal Parikram takes you to the various places where the Lord performed His pastimes. И вот эта Враджамандала Парикрама, она берет вас, вы посещаете все разные места, и эти разные лилы происходили. This year, the Brajmandal is celebrating its silver jubilee. И в этом году 25 years. В этом году Враджамандала Парикрама празднует свой серебряный юбилей, 25 лет. And there are nearly 2,000 devotees on the Parikram. И вот в этом году около 2000 преданных на Парикраме. About 200 Russian devotees. И из них около 200 это русские преданные. So if you all want, you can visit the place where the Lord opened His mouth and revealed the whole universe to His mother. Если вы хотите, вы все можете посетить это место, где Господь открыл свой рот, и в этом рту мама увидела всю вселенную. The mother could see how the three modes of nature are working. И в открытом рту Кришны мама увидела, как работают три гуна материальной природы. The mother could see how the living entities are experiencing the results of the karmic reaction. Мама видела, как живые существа получают свои кармические реакции. And she saw everything and she was wondering, am I dreaming or is this a reality? Она видела абсолютно все. И она стала думать, я что, сплю или это действительно реальность? And then the Lord pulled down two huge Arjuna trees. А потом Кришна еще свалил два огромных дерева Арджуна. These sons of Kuvera were cursed by the powerful sage Narada Muni. Эти два сына Кувера, которые были прокляты великим мудрецом Нарадой. The sage, whether he blesses you or chastises you, is for your benefit. Когда мудрец, когда святой отчитывает вас, проклинает и наказывает, на самом деле это все благом оборачивается для вас. So Narada Muni saw that these two sons of Kuvera were so shameless, and in his presence they were intoxicated and standing naked. И Нарада Муни увидел, что эти два сына Кувера, они были настолько бесстыдны, что абсолютно опьяненные, и они совершенно не стыдились стоять перед ним абсолютно голыми. So he said, become trees. И он сказал, будьте же деревьями. But where? Но где? Where? Где? In Moscow. В Москве? In the courtyard of Nand Maharaj. But along with that curse, he gave them a blessing. То есть вместе с этим проклятием он дал и благословение. So what was the blessing? В чем было это благословение? What was the blessing? В чем благословение было? After 100 years? After 100 celestial years, they'll be able to see the Supreme Lord. Что по прошествию 100 именно небесных лет вы увидите Господа лицом к лицу. 6 months of our earthly planet is equal to 12 hours of the celestial planets. 6 месяцев наших земных времени, они приравниваются 12 часам на райских планетах. So, after 100 celestial years, we explained last night the story how Mother Yasoda tied the sun down to the mortar. То есть и вот по прошествию вот этих вот 100 небесных лет, и вот это был как бы конец той истории, которую мы рассказывали вчера, когда мама Яшода связала Кришну в сбивалке этой. So, the Lord fulfills the promise of His devotees.
Господь всегда исполняет обещания своих преданных. Just like Lord Brahma gave Hiranyakashipu so many benedictions. Как вот история, когда Брахма дал столько благословений Хираньякашипу, You won't die in the day or night or evening. что ты не умрешь ни днем, ни вечером, ни ночью. Neither in the sky, nor on earth, nor on water. Не умрешь ни на море, ни в небе, ни на земле. He got virtually every benediction. I will not be killed by man or an animal. И что тебя, он хотел также Хираньякашипу, чтобы меня не убил ни животное, ни человек. By keeping all the promises intact, the Lord killed Hiranyakashipu. Но как бы соблюдая все обещания Брахмы, все равно Господь убил его Хираньякашипу. Prabhupada said in a lecture, jokingly, after killing Hiranyakashipu, the Lord said, Brahma, don't get such benedictions in future. You made my job very difficult. Как-то Прабхупада давал когда лекцию, он так шутя сказал, что когда Хираньякашипу был убит, Господь сказал Брахму: Брахма, пожалуйста, больше в будущем таких обещаний никогда не давай. Ты сделал мою работу очень сложной. So, the Lord wanted to fulfill the benediction given by Narada Muni. И вот Господь хотел выполнить то обещание, благословение, которое дал Нарада Муни. So what did he do? И что он сделал? He brought the water in between the two Arjuna trees. Он забрался, чтобы эта ступа застряла между двумя деревьями Арджуны. And he pulled the trees. И подтянул. And when he pulled the trees, the students of the Kavera, who were given the form of two Arjuna trees, came out of the trees. И когда он потянул, деревья рухнули, и на их месте из них вышли два сына Куверы. And when they saw the Lord, they offered him their obeisances. Как только они увидели Господа, тут же они предложили свои поклоны. And they acknowledged that we are here due to the conscious mercy of Narada Muni. И они признали, что мы здесь только по беспричинной милости Нарада Муни. So Mother Yasoda was in the kitchen when the two trees fell down. И вот мама Ишода, она была на кухне, когда эти два дерева упали. So when she heard the trees falling down, she came running and said, "How did these trees fall?" Когда она услышала этот страшный грохот, она прибежала и посмотрела и сказала: как эти два дерева упали? Were there strong winds that caused the tree to fall? Это что, сильный ветер дул, что подрушил их? And the cowherd boy said, "No, your son pulled it down." А пастушки сказали: нет, это твой сын их обрушил. She said, "How can my son pull it down?" А она спросила: как это сын мог их обрушить? It's not possible for a child to pull these. Это невозможно для ребенка. Must be, wind must have caused the trees to fall. Наверное, точно, ветер какой-то их снес. So by the yoga of potency, she could not understand or believe that her son had caused the trees to fall. То есть под действием йога Майи она не могла понять, она не могла поверить, что именно причиной был ее сын. So when the Brijbhati saw the Lord exhibiting this wonderful pastime, they were all amazed. Когда Бриджбаси увидели, что Господь являет такие изумительные лилы, они были все просто в изумлении. And they began to meditate on all these pastimes that the Lord had exhibited from His birth. И они начали медитировать на все эти изумительные игры, которые Господь являл с самого своего рождения. So Prabhupada gave us these pastimes in a summary form in Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И вот Прабхупада дал нам все эти игры, он их собрал так и переизложил в книги, которые мы знаем, Кришна — Верховная Личность Бога. Prabhupada's desire was that Krishna's true pastimes may be revealed and understood as they are. И желание Прабхупады было в том, чтобы Кришна был понят через его игры, и чтобы мы могли понять его, какой он есть. Prabhupada translated the first canto before he went abroad. Прабхупада перевел первую песню перед тем, как ехать за границу. And then he did the second canto when he went abroad. Потом он перевел вторую песню, когда был он уже в Америке. Right after the second canto, he proceeded to the 10th canto. А потом сразу после второй песни он перешел к 10-й. Well, Prabhupada wanted to, he summarized the 10th canto in the Krishna book. И вот он как бы обобщил, переизложил в другой форме ее в
книге, которую назвали тогда Кришна. So the Krishna book gives a summary presentation of Krishna's pastimes. И вот эта книга Кришна, она как бы излагает все игры Господа. And the details are in the 10th canto. А детали можно найти в 10-й песне. I think the 10th canto is available in Russian also. Я не знаю, не уверен, 10-я песня сейчас переведена уже на русском. Есть она уже? Yeah. Two parts. Two parts. So we should read these pastimes and meditate on these pastimes. Вы должны читать эти лилы и медитировать на них. Krishna says again, Manana Bhava Mad Bhakto Madhyaji Namaskuru. Think of me, bow down to me, offer your homage to me. Кришна снова и снова говорит: думай обо мне, поклоняйся мне, предлагай свои поклоны. So one way to think about Krishna is to think about Krishna's pastimes. Если мы хотим думать о Кришне, мы должны думать о его лилах. And they're all superhuman. И они все сверхчеловеческие. And Krishna, after Indra stopped the rain, he put the Говардhan hill exactly back where it was before. И когда Индра остановил свой дождь, Кришна поместил холм точно на то же место, откуда он его поднял. So you can go on parikram. Today we had made a Говардhan hill in our Krishna Balaram courtyard. То есть вы можете отправиться завтра на парикраму. Сегодня у нас в центре храма, на площадке в центре был маленький Говардхан. Some of you did that parikram. И уже вы делали парикраму, да? You can do parikram of the Radha Damodar temple 3 times, and that is also gives you the benefit of doing Говардhan parikram. Если вы 4 раза обходите вокруг храма Радха Дамодара, тоже дает то же благо, что обход холма Говардхана. And those who are healthy can do the whole parikram. А те, которые здоровье позволяет, они могут по-настоящему настоящую полную парикраму совершить. And on the way there's so many wonderful fast locations where the Lord performs his fasting. И по пути, если идти вокруг Говардхана, там есть много удивительных мест, где Господь тоже проводил свои игры. Hare Krishna. So we just gave a summary presentation of the Говардhan Lila pastime. То есть я вам просто коротко рассказала эту лилу Говардхана. I don't want the program to go too late. То есть как бы там ни было, мы немножко уже припозднились. All of you have to travel home, and many of you are tired from the parikrams today. И вам нужно идти домой по темну, и многие из вас устали после парикрамы. So, how many of you did Говардhan parikrams сегодня? Сколько из вас 100 был? Поднимите руки, кто был сегодня на Говардхана ходил. Tomorrow I will not give the class to Russian devotees. Завтра я не буду давать лекцию русским преданным. I'll give the class in the evening in Hindi today. There are about 700 devotees from my zone in India who are here. Tomorrow evening. Потому что завтра вечером я буду давать лекцию индусским преданным. Много преданных приехало, и я буду уделить им нужное внимание. Who are the devotees who wanted Alexander Darshan? Кто хочет лично Даршан? Сколько преданных? Yeah. So, I'll see you all maybe tomorrow. I'll give a Krishna. I'm staying here till almost at 10. Я здесь буду почти 10. До 10 числа буду здесь, то есть время есть, и я бы хотела, может быть, завтра вас увидеть. On the 5th is Delhi Rath Yatra. А 5 числа будет Радха-ятра в Дели. So when you're going to be buses going from here in the morning and coming back in the night. И мы организуем автобусы, которые поедут рано утром и вернутся вечером. If anybody wants to go, they can register the names of the information center. Те, кто хочет поехать на Радха-ятру, вы можете записаться в информационном центре. And I'll be on Brajmandal Parikram for the last, from the 7th to the 10th. И я буду на Враджамандале Парикраме с 7 по 10. Hare Krishna. Okay. I'll stop in 5 minutes more because I have to see some devotees now. Я закончу буквально через 5 минут уже. Мне нужно быстриться с некоторыми преданными. Yeah, so? Хорошо, вы говорите, Радха-ятра in Delhi also? Yeah, of course. Конечно. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,